Всем рада видеть вас на своем канале, и в этом видео я хочу рассказать про фабричный наборный ряд для резинки 1 к 1. Я нашла для себя очень легкий способ того, как делать этот край, и сегодня поделюсь им с вами. Для фабричного края нам потребуются спицы, крючок, контрастная нить и основная нитка, которой мы будем вязать. Для резинки 1 на 1 фабричным набором нужно набрать в 2 раза меньшее число петель. Например, вы задумали резинку 1 на 1 из 15 петель. 15 делим на 2 это 7,5, округляем до большего это 8. Соответственно, набираю 8 петель крючком. Итак, делаю первую петлю контрастной ниткой с помощью крючка. Увожу нить за спицу, делаю вторую петлю. Опять увожу нить за спицу, делаю третью петлю. Опять увожу нить, делаю четвертую петлю. 5, 6, 7 и 8. Фактически я вяжу просто цепочку из воздушных петель, внутри которой спицы. Провяжу еще несколько звеньев уже без спицы, исключительно для удобства. Вот так. Так, 8 петель готово. Дальше беру свою основную нитку, которую я буду вязать. Первую петлю провязываю лицевой, это кромочная. Дальше делаю накид. Дальше опять лицевая, опять накид, лицевая, накид. Чередую так до конца ряда. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И последняя кромочная у меня всегда вяжется лицевой. Теперь можно пересчитать свои набранные петли основной ниткой. Их получается 15, как раз то количество, которое я задумала. Разворачиваю изделие и перехожу к вязанию следующего ряда. Дальше мне нужно связать несколько рядов полой резинкой. Итак, как это делается? Первую петлю снимаю, это кромочная. Кромочная всегда вяжется стандартным способом. Увожу нить за работу и провязываю накид в предыдущем ряду, который был сделан в предыдущем ряду, просто лицевой. Дальше идет лицевая петля в предыдущем ряду, в этом ряду она стоит изнаночной. Ее я перевожу просто на правую спицу, не провязанной. Рабочая нитка идет перед работой, вот она. Опять. Из накида вывязываю лицевую, а из провязанной петли в предыдущем ряду ее я сбрасываю не провязанной нить перед работой. Лицевая, сбрасываю нить перед работой. Лицевая, сбрасываю нить перед работой. Лицевая, сбрасываю, лицевая, сбрасываю, лицевая. И последняя кромочная, вяжу ее лицевой. Разворачиваю изделие, перехожу в следующем ряду. Такой элемент, который я вяжу сейчас, называется полая резинка 1 на 1. В полой резинке пропускается каждая вторая петля, а каждая другая вторая провязывается лицевой. И продолжаю делать еще несколько рядов полой резинки. Всего я делаю 3 ряда полой резинки. Итак, я делаю один ряд контрастной ниткой, затем еще один ряд основной ниткой, и затем 3 ряда полой резинки. Итак. Второй ряд полой резинки. Кромочную сбрасываю. Следующую за ней петлю, она стоит у меня изнанкой, я ее тоже перевожу на правую спицу, не провязанную, то есть сбрасываю. И дальше лицевая. Сбрасываю нить перед работой, лицевая. Сбрасываю нить перед работой, лицевая. Сбрасываю, лицевая. Сбрасываю, лицевая. Сбрасываю, лицевая. Лицевая. Очень простой вариант получается. И снова переворачиваю свое изделие. И третий ряд полой резинки. То же самое делаю. Здесь лицевая, сбрасываю, лицевая, сбрасываю, лицевая, сбрасываю. Я думаю, уже хорошо видно, что вот петля, которая стоит
лицевой ее мы провязываем, а вот следующая изнаночная, здесь как бы не спутаться, ее сбрасываю. Лицевая, сбрасываю, лицевая, сбрасываю и опять лицевая и опять кромочная. Кромочная всегда лицевая. Итак, 3 ряда полой резинки готовы. Легким движением руки можно удалить контрастную нить. Смотрите, именно для этого движения я и набирала ее крючком, чтобы сделать вот так легко и просто. И все, она мне больше не нужна. И дальше перехожу уже к вязанию обычной резинки, обычного полотна. Итак, кромочную снимаю. Смотрю, по рисунку у меня изнаночная, ее провязываю изнаночной. Дальше лицевая. Опять по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть следующий ряд уже провязывает все петли, все набранные 15 петель. В этом ряду мы провязываем. И дальше просто работаем резинкой, как обычно, 1 на 1. Кромочная. Опять переворачиваю. Здесь смотрю по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В данном видео я делаю резинку 1 на 1 поворотными рядами. Также у меня есть видеоролик, где вы найдете, как делать эту резинку по кругу. Провязала я несколько рядов такой резинкой, и вот посмотрите, лицевая сторона, например, вот это будет лицевая сторона, она плавно переходит в изнаночную. И посмотрите, какой красивый край получается. Вот, фабричный край. Петли одной стороны плавно перетекают в петли другой стороны. Я показала здесь вариант поворотными рядами. То есть, например, для шарфиков или, возможно, для краев кардиганов, свитеров, манжетов, если вы их вяжете поворотными рядами. А вариант набора по кругу у меня показан вот в этой шапочке. В видео про эту шапочку оставлю вам на него ссылочку внизу под видео, либо вот здесь по подсказке. И вот смотрите, как красиво этот край смотрится в шапке. Вот. То есть шапка получается практически двусторонней. Это я вам сейчас изнаночную сторону показываю, а вот она лицевая сторона. И другого цвета. Это же шапка. Вот какая красота. Изнанка шапки опять-таки плавно перетекает в ее лицо. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо большое за ваши лайки. Если что-то было непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.